Меня зовут Рыбалка Анатолий Константинович. В своем подъезде я размещал плакаты, содержание которого может привести к непредсказуемым последствиям в стране. Я осознаю, что мои действия могли привести к дестабилизации в стране. Свою ошибку я осознал и призываю всех не повторять это. Осуждаю агрессию России по отношению к Украине. Я считаю себя патриотом и люблю свою родину. Здравствуйте, друзья! Знаете, что это? Нормальным людям это может показаться очень странным, но это результат действий украинского СБУ. Оно задержало этого 70-летнего пенсионера за преступление против государственности Украины. Знаете, в чем заключается его преступление? Данный пенсионер где-то нашел плакаты времен еще до Майдана, когда плохим был очень Янукович, и расклеил их в своем подъезде. Кто-то углядел в этом элементы сепаратизма. То есть сейчас напоминать людям о том, что тарифы поднялись в несколько раз, это чистой воды сепаратизм, это работа на страну-агрессора, практически агент Путина. То есть тогда про Януковича, когда тарифы поднимались на несколько процентов, это была борьба за свободу. Они же дети, их нельзя трогать. Сейчас это страшное преступление против государства. Плакат один и тот же, я прошу вас заметить. Я очень сомневаюсь, что в каждом украинском подъезде дежурит СБУшник. То есть нашелся какой-то украинский патриот, который настучал в СБУ на данного дедушку. То есть этот самый истинный борец за свободу, за свободу слова, за европейские ценности. Он настучал в СБУ в полном соответствии со своими взглядами на жизнь. Ну и СБУ, конечно же, сразу отреагировала. Больше всего, конечно, поражает вот появившаяся в сети запись. Вот что они этим хотели сказать? Они что, хотели его законтачить на украинский патриотизм? На деда явно надавили, заставили его вот на фоне украинского флага наговорить вот этой белиберды. Это работа спецслужб государства? Или это просто гопники, которые пытаются запугать всех вокруг себя? Никаких других ассоциаций на ум не приходит. То есть население целенаправленно запугивают. Все эти лицемерные мрази, которые рассказывают нам про свободу слова, про европейские ценности, по сути являются приверженцами только одной идеи. Это фашизм. Запугать всех несогласных, продавить национальную и националистическую идею. Может быть, подобное случилось на Украине только в первый раз? Так нет же, на ум сразу приходит работа предыдущих украинских патриотов. Я адвокат Гробовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Вы поняли ошибку? Да, я понял свою ошибку. Спасибо. Для тех, кто не помнит, напомню, что после обнародования этой записи через некоторое время данный адвокат был найден мертвым. Вот кто мне сможет объяснить, в каком из этих случаев была работа спецслужб государства, а в каком это сделали просто преступники? Или это в обоих случаях сделали преступники? Или же это в обоих случаях патриоты украинского государства? К сожалению, именно так выглядит современное украинское государство. Сегодня мне пришлось удалить видео с человеком из Одессы,
Лицо его было скрыто, но кто-то все-таки, похоже, узнал его по голосу. И он попросил меня видео удалить, потому что сразу начинаются проблемы. Нельзя, к сожалению, нельзя в современном государстве Украина высказывать открыто свое мнение. Вернее, можно только лишь подстраиваться под линию партии, действующей украинской власти. Если тех, кто называет себя украинскими патриотами, все это устраивает, ну, тогда, пожалуйста, будьте добры, заткнитесь про либеральные ценности, про европейские ценности, про свободу слова и про другие общечеловеческие ценности. Просто признайте, что да, мы строим тоталитарное государство, мы будем фашистскими методами подавлять любое несогласие. Зачем же вы лицемерите и строите из себя каких-то борцов за свободу? Ну и напоследок хочу сказать, что ситуация такая не вечна. Как говорят, темнее всего в час перед рассветом. Будем надеяться, что сбудутся слова Петра Алексеевича Порошенко, и украинская оккупация окажется временной. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Смотрите, думайте, подписывайтесь. До свидания. Українська окупація тимчасова.